Друзья, всем привет! Сегодня мы приготовим сырники в духовке без единой капельки масла. Думаю, что многие из вас давно хотели приготовить такой сырник, а еще можно абсолютно исключить сахар из этого рецепта. Ну что, заинтриговала я вас? Давайте скорее начинать. Покажу вам все тонкости, нюансы и раскрою секреты. Для того, чтобы приготовить сырники в духовке, нам понадобится чуть смелости. Сейчас, подожди. 400 граммов творога, жирность 5 или 9%, 50 граммов яйца, 120 миллилитров молока, 40 граммов манной крупы, щепотка соли, 30 граммов сахара. Его можно заменить на мед, сироп топинамбура, кленовый сироп или коричневый сахар. Выбирайте. И для присыпки будем использовать обжаренную кокосовую стружку. Включаем духовку на 180 градусов с конвекцией с обдувом. И первое, с чего начинаем, перетираем творог через мелкое сито. В сотейник отправляем молоко холодное, манную крупу, сахар и щепотка соли. Можно еще добавить ваниль, но для обсыпки мы будем использовать обжаренный кокос, и он настолько активный, яркий и такой кокосовый сырник будет, что ваниль там просто потеряется, не нужна она, в общем-то. Перемешиваем все это, ставим на плиту и на слабом огне доводим до загустения. Все. Манная каша готова. Итак, здесь у меня перетертый творог. Мы его соединяем с манной кашей сладкой. И все это хорошо перемешиваем, разминаем. Что нам даст вообще эта манная каша? И почему желательно делать в духовке сырники вот таким способом? Если делать сырники с добавлением муки, если очень много муки положить, сырники будут держать форму, да, но они будут довольно-таки плотные. Если муки положить меньше, то после того, как вы достанете сырничек из духовки, он вроде бы такой пышный, красивый, но он на глазах, как изюмка, будет сжиматься. А если вы сделаете вот такую творожную массу с добавлением манной каши, даже спустя 10, 15, 20 минут вот они постоят, и они такие же красивые, они держат форму и очень-очень нежные. Вот, все. Я все это размяла. Так, добавляем яйцо. Перемешиваем. А еще, кстати, вот такой способ приготовления сырников очень хорош тем, что если мы в творожную массу добавляем сахар, этот сахар начинает растворяться и масса дает воду. А в данном случае мы схитрили, мы сахар положили в молоко и все это закрепили манкой. То есть масса сладкая, но будет плотной и хорошо держать форму. Все, масса готова, духовка уже нагрелась. Сейчас сформируем сырники и будем выпекать в духовке. Здесь у меня обжаренная кокосовая стружка. Конечно, вы можете использовать и сырую, но она в духовке так не зазолотится и не будет такой ароматной и вкусной. Поэтому я рекомендую обжарить кокосовую стружку в духовке, разогретой до 170 градусов, 5, максимум 7 минут. Контролируйте, чтобы она не сгорела. Берем небольшое количество творога. Несколько таких движений, чтобы не было там пузырей воздуха. Оп, как котлеты. Обваливаем наш сырничек. Отправляем сырники в разогретую до 180 градусов духовку приблизительно на 15 минут. Этого будет достаточно. Наши сырники уже готовы, как я определила. Во-первых, прошло практически 15 минут, а еще на поверхности сырничков некоторых начинают образовываться трещинки. Не допускайте того, чтобы все сырники растрескались. Вот как только где-то будет трещина, сырник все уже абсолютно готов, можно доставать. Может быть, на это у вас понадобится, допустим, там 12-13 минут. У меня понадобилось 15 минут. Достаем. Вот смотри, трещинка.
Теперь немножко подождем, чтобы сырники остыли, и будем приглашать всю съемочную группу. Сколько у нас человек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А нас 12. Что делать? Сочные внутри, со сметаной. Друзья, уверена, сегодняшнее видео было для вас вкусным, интересным и полезным, и вы обязательно воспользуетесь этими секретами и подсказками, которыми я с вами сегодня поделилась. Комментируйте, делитесь впечатлениями, возможно, своими рецептами и находками сырников в духовке. Возможно, у вас совсем другие, но не менее удачные рецепты. Мне было интересно почитать. И подписывайтесь, комментируйте, что еще делаете. Цепочка какая должна быть? Голосуйте, что? Голосуйте. И проголосуйте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И больше рецептов вы найдете и в моих книгах, и на моих мастер-классах на моем сайте, и здесь на моем YouTube канале. До новых встреч. Пока. Сырничек. Сырничек что? Сможете кушать. Очень вкусный. Я рада, что мы заканчиваем сегодняшний день. Сколько там? 8 часов вечера. Сырник. Это вообще очень хорошо. Это супер. И варенье.